Судьба вытворяет с людьми парадоксальные вещи, порой невероятные и трагичные. Нам не подвластна наша судьба, хоть мы и тешим себе иллюзией самостоятельности. От рождения перед нами раскидывается громадная паутина, которая трехмерной сетью опутывает пространство вокруг нас. Мы делаем первый вдох и попадаем на развилку между жизнью и смертью. Выживаем и идем дальше, попадая на развилки снова и снова. Выбираем и идем в свой путь. Но что мы знаем о самом пути? Ровным счетом ничего. И мы не можем прогнозировать те каверзы, которые готовит нам провидение. Мы не знаем, что есть мы в огромном мире и в огромном космосе. Он кажется нам далеким и прекрасным, но я уверяю вас, он ужасен во всех своих проявлениях. Я Стрэндж, и я открою вам правду. Запомните, космос – это не творец жизни. Это изощренный, страшный убийца, открывающий доступ к нашему миру, злобному разуму за пределами нашей Солнечной системы. И они уже среди нас, они рядом, идут за нашей спиной. Мужчина и его жена, подвергшиеся нечеловеческим опытам по генетическому скрещиванию с инопланетными организмами в Турции, пережили ад на Земле. Они не подозревали, чем для них обернется бегство из России в Турцию. Женщину нам спасти не удалось, как бы мы ни старались. На этом я потерял одного из своих агентов. Но, обеспечив побег в Румынию, а после в Украину и Россию, мы смогли спасти мужчину. Сейчас он прикреплен к одному из наших агентов, кстати, женщине, которая официально работает на Красный Крест. Я не буду вдаваться в свой распорядок дня, но существенный отрезок утреннего времени занимает просматривание новостных трендов, мессенджеров и прослушивание сотен сообщений. Разумеется, сообщение от сотрудницы, на попечении которой был спасен мужчина, было в приоритете. Стрэндж, сэр. Объект прибывает у меня. В настоящее время я использую средства фиксации, если говорить проще, то смирительную рубашку и ингибиторы агрессивности. Те препараты, которые вы когда-то рекомендовали мне. Пока все нормально. Но я прошу, как можно быстрее вышлите группу эвакуации в Ростов-на-Дону. Я отложил смартфон. Голос девушки был взволнован. Предыдущий агент, переправивший мужчину из Украины в Россию, предупреждал о том, что в разум объекта вложена программа. То есть это по сути уже не человек, а биоробот. Всех биороботов до этого мы уничтожали, невзирая на то, что они люди. Идет борьба, и мы в этой борьбе проигрываем. Все средства хороши, но я верю, когда-нибудь все изменится, и мы изгоним всю инопланетную нечисть с нашей планеты. Через сутки я провел брифинг с группой эвакуации. 3 молодых мужчин сидели в лодке-моторке посреди озера. Я сидел на носу. Место было выбрано идеально. Исключалась возможность прослушки, а люди были проверены и перепроверены мною многократно. Лодку я купил за час до брифинга, сам же привез ее на озеро, дождался своих людей, и мы спустили ее на воду. Позывные моих агентов из группы эвакуации – Альфа, Валентин и Бета. Альфа потирал кулаки, был готов к делу, и мне нравилось его настроение. Стрэндж, нам нужна точная локация. Объект стационарный или смещается? Я смотрю на воду. Ваша точка назначения – Ростов-на-Дону. Там в городе на вас выйдет еще один мой человек, и он полностью обеспечит маршруты. Валентин выкинул сигаретный бычок за борт. Ты нам не доверяешь? Я сам закурил, подвинув в сигаретной пачке ампулу с ядом, которую я всегда готов использовать в случае максимального риска быть плененным. Я никому не доверяю, Валентин, так же как и ты. Проверка и только проверка, конспирация и еще раз конспирация. И ты знал это, когда согласился работать. Бета не дал мне договорить. Оружие? Я ждал этого вопроса. Будете действовать только холодным оружием, приобретете на месте. И сразу предупреждаю, никаких нунчак и сюрикенов. Я пристально смотрю на Валентина. Он опускает глаза и понимающе кивает головой. И не наследите, как в прошлый раз при поимке объекта. Валентин снова поднимает взгляд. В прошлый раз мы рисковали своей жизнью. Из группы остался только я. Да, я помню. И еще кое-что. Буквально за час до этой встречи мне на мессенджер пришло еще одно сообщение от агента Красного Креста. Я даю прослушать его своим людям. Стрэндж, я не сплю уже вторые сутки. Объект получает ингибиторы, но я снизила дозу. Объект частично вышел из-под контроля. Он говорит со мной, склоняет к сотрудничеству. Его языком говорит кто-то другой, но, возможно, действует вложенная программа.
Я не справлюсь, а ты говорил, что программа была частично нейтрализована еще в Украине твоим человеком. Но программа не снята, она работает. Ты уверен в своем человеке? Альфа молчит. Валентин тоже. Слово берет Бета. Несмотря на позывной, именно он старшей группы и самый старший по возрасту. А почему не приказать ей ликвидировать объект? Мы могли бы привести тушу или просто его мозг? И этот вопрос ожидаем тоже для меня. Я хочу получить биоробота живьем. Мне кажется, что мы могли бы исследовать поведенческие факторы, научиться снимать блокировки самостоятельно, ну или на крайняк подобрать средства борьбы. Ясно. Еще вопрос. Агента Красного Креста убирать? Ни в коем случае. Она мой человек. Но обязательно проверьте ее на предмет вербовки. Я протягиваю Бетти ампулу-шприц из кармана. Он принимает ампулу и прячет в собственный футляр. Сыворотка правды? Да. В этот же вечер мои люди отправились в Ростов-на-Дону. По моим прогнозам, контакт с моим человеком произойдет ночью. Он обеспечит им маршрут, подсветит объекты и конкретный адрес, подстрахует. А если надо будет, то и подчистит недоделанное. Аналитический софт и нейросети гарантировали 97,3% реализации. Это практически гарантированный успех. Учитывались все возможности и нюансы. Ночью я получил 2 сообщения. Одно от скрытого агента поддержки, второе от Беты. Первое сообщение. Стрэндж. Людей принял. Маршруты обеспечены. Маршрут подхода, действия и отхода. Для подстраховки нахожусь на контакте для обеспечения альтернативных маршрутов. Кроме того, агента из Красного Креста пасут. Я обнаружил и снял с нее слежку. 2. Сереньки. Второе сообщение непосредственно от Беты. Маршрут обеспечен. Необходимые средства приобретены. Работаем по плану в 04:00 по московскому времени. По реализации доложим. Изначально было принято решение перевести объект в багажнике автомобиля. Сам же автомобиль обеспечивался агентом прикрытия. А осталось только ждать. Больше от меня ничего не зависело. И я сидел за своим письменным столом, сделав себе внутривенную инъекцию стимулятора. В последнее время я стал злоупотреблять ими. Как обычно на спецоперации, когда требовалось постоянное чувство контроля. Я не спал уже 4-е сутки. После меня ждет период восстановления. На это время я поручу все своему заместителю с позывным инкогнито. Я уже говорил о нем. Кроме того, он сам активно делится информацией с теми, кто желает прозреть и понять, как устроен наш мир. Ночью пришло сообщение со смартфона агента Красного Креста, той самой девушки, но голос принадлежал не ей. Голос был мужским, повизгивающим и срывающимся. Ты знаешь, кто мы? Мы знаем все, каждый твой шаг. Мы можем считать информацию прямо из мозга. Мы предлагаем тебе сотрудничество весь. Ведь мы можем все. Ваши планеты уже принадлежат нам. Мы сделаем тебя наместником над человечеством. Мы все подчиним нашей воле. Перестань мешать нам. Меня прошибла холодная испарина. Натуральная жуть. Они снова, суки, переиграли нас. Нет, не может такого быть. Я хватаю смартфон и подношу его практически к своему рту. Неистово кричу: Мразь! Что с агентом? Что ты с ней сделал? Через несколько секунд в мессенджер пришло фотосообщение. Небольшая серая комната, разорванная смирительная рубашка, кровь, куски человеческого тела и женская оторванная голова. Следом пришло голосовое сообщение. Я схватился за голову, тошнота подкатила к горлу. Я едва удержал спазмы, в голове зашумело. Нет, не может быть, нет. Нужно выйти на агента прикрытия и связаться с Бетой. Нужно готовить ликвидацию. Просто уничтожить эту тварь. Но холодный разум подсказал и другое. Эти твари хотят договориться, сулят какие-то преференции. Значит, все, что я делаю, все, что делаем мы, правильно и мешает им. Не дает выполнить или завершить что-то известное им одним. Только им. Они хотели деморализовать меня, но и в ответ я еще сильнее активизируюсь. Да-да, вам не сломать меня, твари. Этого от меня не дождетесь. Не, я не доставлю вам такого удовольствия. Понятно, было и следующее. Агент в Украине был частью дьявольского плана, он был завербован. И я открыл мессенджер для Беты. Бета, на связь. Эвакуация отменяется. Полностью санируйте объект. В ответ я услышал короткое. Работаем. Через час мне уже докладывал агент прикрытия. Квартира зачищена. Трофеем получишь мозг твари. Контейнер. Валентин погиб. Альфа серьезно ранен. Обеспечиваю контроль и зачистку.
Бета отправлен назад. Стрэндж, такого я еще никогда не видел, мы знакомы много лет с тобой, но такого еще не было. Он жрал ее заживо, обколов ее же ингибиторами, которые она использовала для его фиксации. Это акция устрашения. Я отложил смартфон. Настроение было паскудным. Нужно срочно менять тактику и подход, или мы так и будем терять наших людей. Этого нельзя было допускать. Через сутки я читал рапорт спецагента Бета. В личной встрече я отказал. Пусть пройдет реабилитацию. Он мой человек, он умеет держать себя в руках, но я не хотел смотреть ему в глаза. Операция была продумана мной, лично, и, как выяснилось, в итоге недостаточно. Я всего лишь человек и ошибся. Вновь доказана истина, которая была доказана ранее. Но я расслабился и позволил себе думать по-другому. Все, что вошло в контакт с инопланетным разумом, является враждебным для нас, а враждебное подлежит уничтожению. Я хотел поступить иначе. Рапорт Бетты. Мы вовремя проконтактировали с агентом поддержки, была обеспечена связь, маршруты и спецсредства. При заходе на адрес мы обнаружили окровавленного мужчину, который притворился спящим или пребывающим без сознания. Валентин проявил неосмотрительность и приблизился к объекту, лежащему на полу, попытался перевернуть его. Погиб. Во время борьбы был серьезно ранен Альфа. Я вступил в ножевой бой с объектом. Он атаковал вне привычной атакующей матрицы для человека, передвигался на четвереньках и, стояв в гимнастической позиции, мостик, невероятная скорость и гибкость. Существо было поражено и передано агенту поддержки. На изготовление препарата мозга ушло 5 часов. Вывезен мной для исследовательской лаборатории. В конце рапорта была размашистая приписка. Стрэндж, если будет еще одно такое задание, то я поступлю по протоколу 17.1 и уйду в отставку. Я поморщился, читая эту приписку. Протокол 17.1 означал самоубийство агента. Добровольный уход из жизни. Да, нами отрабатывался и этот вариант, для чего каждый мой агент проходил специальный психотренинг. Мы боремся с одними инопланетными зомби в человеческом и нечеловеческом обличии, делая биороботов из собственных агентов. Но, как я уже говорил, наша цель оправдывает средства.